Олимпийские игры продолжаются, и раз вы просите продолжить меня делать оперативный обзор этого турнира, то не могу вам в этом отказать. Постараюсь баловать вас ежедневными видео вплоть до окончания этого турнира. К сожалению, по авторским правам не проходят даже обзоры с техническими записями, так что вынужден ограничиться фото. Прошу отнестись к этому с пониманием. Традиционно в рамках игрового дня прошло 4 матча, и 29 июля это были Италия-Египет, США-Германия, Словения-Сербия и Франция-Канада. Результаты этих матчей мы обсудим в традиционном обзоре. С вас, как обычно, лайк и подписка на канал, а с меня свежие волейбольные новости с кортов Олимпийского турнира. Поехали! Перед основными сражениями нам нужно было пройти разогрев в виде матча Италии и Египта. И если полякам африканцы смогли навязать хоть какую-то борьбу или ее видимость, то в матче против действующих чемпионов мира я понимал, что шансов им не оставят. Италия душила соперников блоком и мощной защитой, что оставило эффективность атаки египтян на уровне чуть выше 10%. Итальянцы, на мой взгляд, самая безжалостная команда, которая работает крайне расчетливо и хладнокровно, в особенности на таком турнире, и даже не прикладывая каких-то видимых усилий, они легко добились нужного результата, несмотря на упорную концовку третьего сета. 25-15, 25-16 и 25-20. Италия гарантировала себе место в плей-офф. И даже если Бразилия и Польша наберут 6 очков и окажутся выше итальянцев в таблице, они точно выйдут с третьего места. Ведь в других квартетах уже нет такого варианта, что 3 команды наберут по 6 очков. Самыми результативными в этом матче стали 2 итальянца, Романо и Лавия. Оба исполнителя набрали по 14 очков. Результаты остальных волейболистов вы можете увидеть в данных протоколах. А вот дальше уже начались крайне любопытные противостояния. Пусть встреча США и Германии стартовала с тотальной доминацией американской команды. У немцев не особо летела подача, Георг Грозер был непродуктивен в нападении, а США в свою очередь демонстрировали какую-то космическую эффективность в завершающей стадии атак, а Холт и Эверил и вовсе держали отметку в 100% практически до конца третьего сета. Но как раз таки в третьем игровом отрезке немцы отрегулировали свою подачу, и кроме центральных никто толком у США очков в атаке не набирал. И если после первых 2 игровых отрезков победа США не вызывала сомнения, то вот Германия уже начала также доминирующе выглядеть в следующих 2 сетах, так что нас ждал тайбрейк. Несмотря на отличное начало от Германии, безумная серия подач от Макса Холта стала приговором для американской оппозиции. 25-21, 25-17, 17-25, 20-25 и 15-11. США добывают уже 2-ю победу для себя на этом турнире. Самым результативным в этом матче стал немецкий доигровщик Морец Карличек. Ему покорилась отметка в 21 набранное очко. Статистика остальных волейболистов уже находится на экранах ваших устройств. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Дальше у нас в бой вступили Словения и Сербия. В случае, если бы Словении удалось набрать 3 очка в этом матче, то они бы гарантированно заработали себе путевку в четвертьфинал. Хотя, что уж тут греха таить, они ее и заработали, одержав победу в 3 сетах. Как всегда, суперпродуктивен был Тончик Штерн. Словенский диагональный уничтожал соперника на протяжении всего матча. Причем он не только сам набирал огромное количество очков с высокой эффективностью, но при этом еще и успел зарядить своего центрального, отправив ему мяч в голову после подачи. Поскольку Паинг не мог вымещать свою злость на товарища по сборной, он решил ее выместить на сопернике. Так что не успели сербы почувствовать себя на коне и повести 15-11 во 2-м сете, как тут же серия подач от словенского центрального помогла набрать его команде 9 очков подряд, что и предрешило исход не только 2-го сета, но и матча. 25-21, 25-19, 25-19 Словения гарантирует себе место в плей-офф, а Сербия уже находится на грани вылета. Очевидно, что самым результативным здесь стал Тончик Штерн. Славянский диагональный записал в свой актив 25 очков. Сколько успели набрать остальные участники этого матча, вы можете посмотреть на экранах ваших устройств. А закрывали 4-й игровой день Франция и Канада. Джанни, главный тренер сборной Франции, не стал делать изменения в стартовом составе, несмотря на позитивный вклад в игру с сербами от Клевино. И пусть Лоти поначалу был не очень эффективен в нападении, даже этого хватило действующим олимпийским чемпионам, чтобы добиться победы в этом противостоянии. Франция выглядела лучше и увереннее во 2-м для себя матче. Они лучше работали в защите, лучше уже летела подача. В особенности Канада почувствовала это в концовке 1-го сета, где Брезар выполнил 4 подачи на вылет и снял все вопросы о победителе. А вот канадцы выглядели не так убедительно. Снова они показали, что пока не готовы играть в столь напряженных матчах на вылет.
Их нервозность проявлялась в четвертьфинале Лиги Наций, проявилась она и здесь. Почему матч на вылет? Если бы Канада здесь не набрала очков, то вероятности попадания в плей-офф практически бы не осталось. Это, безусловно, давлело над ними. Весь матч они находились в состоянии погони и проводили ее успешно, но задачи сделать финальный рывок и победить, похоже, у них не было. 25-20, 25-21, 25-17 Франция разыграет со Словенией первое место в группе А. Патрин и Пет стали самыми результативными в этом матче, записав себе в актив по 13 набранных очков. Статистика заключительного матча дня уже находится на ваших экранах. Результаты матчей игрового дня и турнирной таблицы по его окончанию уже находятся на ваших экранах. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.